Бойся потерять себя, пытаясь угодить всем. Представь, ты остаешься один в пустой квартире. Она только что сообщила тебе о разводе. И тебя одолевают мысли, что же я сделала не так? Ты начинаешь думать о прошлом, о тех временах, когда счастье казалось тебе безграничным, и потом ты начинаешь вспоминать моменты, когда вы ссорились. Неужели я зря пытался быть хорошим мужем? Возможно, ты слишком много времени уделял работе или, наоборот, стал слишком домашним. Она всегда была недовольна, высказывала тебе претензии, мечтала о более чутком мужчине, прям говорила тебе об этом. А твоя мама постоянно вызывала ее раздражение. Пиши мне в комментариях, если у тебя была подобная ситуация, и расскажи, как ты с ней справился. Ко мне на консультации часто приходят мужчины, которые прошли через подобное. И от них звучат слова о непонимании и потерянных надеждах. Они вкладывали свои чувства, но эти чувства остались без ответа. Кстати, я Ольга Вастикова, мужской психолог. Если ты еще не подписался, подпишись. Так почему же женщины уходят из семьи? Жми лайк и начинаем. Досмотри это видео до конца, если ты хочешь узнать 3 шага, как пережить расставание. Итак, первая причина заключается в том, что многие мужчины стараются быть идеальными супругами. И в этот момент они отказываются от своих личных интересов и хобби. Они полностью сосредотачиваются на женщине. И в этом стремлении очень легко потерять свою уникальность. Примеры могут быть мужчины, которые всю жизнь мечтали путешествовать или развивать какое-то свое хобби. Но он все откладывал эти мечты, потому что он сосредоточился на благополучии девушки. И со временем это может привести к внутреннему опустошению и чувству потери себя. Когда такой мужчина понимает, что больше нет интересов, которые когда-то его вдохновляли. Для женщины это становится проблемой, потому что изначально она выбирала партнера с интересами, которые со временем куда-то исчезли. Ну, как будто пропала жизнь и энергия у этого человека. Кто это вообще такой? Вторая причина в том, что если жизнь ограничена только работой и семьей, то любое внешнее потрясение в одной из этих сфер может привести к серьезному личному кризису. Это происходит потому, что человек привыкает к однообразной жизни и теряет гибкость, которая так необходима для того, чтобы адаптироваться к изменениям. Например, потеря работы может показать мужчине, что вообще-то у него нет других источников удовлетворения. И вообще все его усилия были направлены только на карьеру и семью. Из-за отсутствия хобби и друзей, и каких-то вообще других увлечений, кроме семьи и работы, мужчина становится однобоким и уязвимым. Так и мужчина сам становится несчастным, и девушка начинает видеть в нем не партнера, а исполнителя функций, именно который происходит в семье. Если она ушла, значит, она сделала свой выбор. И хотя в это очень сложно поверить, и тут важно помнить о собственном достоинстве. Даже если тебе больно и ты чувствуешь отчаяние, важно справляться со своими эмоциями. И если тебе самому сложно пройти этот этап, если тебе нужна помощь, то приходи ко мне на консультации. Для этого пиши слово «консультации» в комментариях, и я могу дать тебе много поддержки и помощи. 3 шага, чтобы прожить расставание. Шаг первый. Важно принять свои эмоции. Для того, чтобы их принять, важно вообще их понимать и чувствовать. Признай свою боль и дай себе время на переживание. После расставания часто наступает эмоциональный шторм, который кажется непреодолимым. Важно помнить, что все штормы со временем утихают. Позволь себе чувствовать злость, обиду, грусть, вместо того, чтобы подавлять в себе эти чувства. Шаг 2. Прими тот факт, что прошлое не вернуть. Как после разрушительного урагана можно восстановить дом, так и после расставания можно построить новую жизнь, которая может оказаться даже лучше, чем предыдущая. Важно понять, что прошлое уже не вернуть. К этому шагу подступай только тогда, когда схлынут первые самые сильные эмоции. Для того, чтобы убедиться, что ты готов жить дальше и не причинять себе дополнительного вреда. Шаг 3. Сосредоточься на будущем. Не нужно ждать, пока пройдет буря, или пытаться спрятаться от нее. Лучше активно строить защиты в свое будущее. На моих консультациях мы можем вместе поработать над созданием этих защитных барьеров и принимать и осознавать твой новый опыт. Даже если этот опыт кажется тебе неприятным, он все равно может научить тебя чему-то ценному. Чтобы пережить этот непростой период, вспомни, что приносило тебе радость до начала отношений. Проведи время с друзьями, с родителями, с близкими. Устрой себе отдых от всех этих забот. И самое важное, ограничь общение с женой.
Все получится, это пройдет. А теперь ты можешь посмотреть видео, где я рассказываю про 7 признаков того, что девушка тебя использует. Ну и помни, ты красавчик, и Вастикова с тобой.